Она появилась там, где выбор решает судьбу галактики. Но ее выбор нарушил закон, которому подчинялись тысячи лет. И человек, которого считали обычным, оказался ключом к древней силе. Теперь за ними охотится вся галактика, чтобы уничтожить или подчинить. Но когда открылась тьма, родился Союз, который изменит все. Древняя церемония началась как обычно, но никто не подозревал, что ее выбор изменит судьбу всей галактики. Иногда одна секунда меняет историю сильнее, чем тысячелетия войн. В тот день никто на борту межзвездного крейсера «Орион Прайм» не подозревал, что станет свидетелем события, которое позже войдет во все учебники галактики. Никто не ожидал, что древние традиции одной из самых могущественных рас будут разрушены одним единственным выбором. Коридор центральной палубы сиял холодным белым светом. По обе стороны стояли представители десятков цивилизаций. Политики, военные командиры, наследники великих династий, владельцы звездных корпораций. Каждый из них пришел сюда с одной целью. Они ждали появления девушки из народа аргентаров. Аргентары считались самой загадочной расой известной галактики. Их способности выходили далеко за пределы понимания большинства народов. Они могли чувствовать энергетические потоки живых существ, влиять на пространство вокруг себя и создавать связи, которые меняли судьбы целых миров. Но самым важным был древний ритуал выбора. Раз в жизни каждая девушка аргентаров самостоятельно выбирала спутника. И ее решение никогда не оспаривалось. Никем. Никогда. Поэтому сегодня здесь собрались сильнейшие представители галактики. Каждый надеялся стать избранным. Каждый был уверен, что достоин этого. Но судьба приготовила для них совсем другой сценарий. Когда двери раскрылись, по коридору словно прошла невидимая волна. Она появилась тихо. Настолько тихо, что гул двигателей показался громче ее шагов. Серебристая кожа отражала свет коридора мягкими отблесками. Длинные темные волосы спускались почти до пояса. Ее движения были плавными и уверенными, будто сама реальность уступала ей дорогу. Ее звали Селена. И она была одной из самых редких представительниц своего народа. Толпа замерла. Некоторые выпрямились. Другие затаили дыхание. Все ждали момента выбора. Селена медленно пошла вперед. Мимо командиров. Мимо политиков. Мимо наследников великих домов. Она даже не смотрела на них. Улыбки начали исчезать с лиц. Уверенность сменялась недоумением. Почему она проходит мимо? Почему не останавливается? Почему игнорирует тех, кого считали лучшими из лучших? Шепот начал распространяться по коридору. Но Селена продолжала идти. Спокойно. Уверенно. Словно искала кого-то конкретного. И тогда произошло невозможное. Она остановилась. В самом конце коридора. Там, где почти никто не смотрел. Там стоял человек. Обычный человек. Не политик. Не аристократ. Не герой войны. Молодой технический специалист по имени Артем Вейл. Он вообще не должен был здесь находиться. Его смена закончилась час назад. Он просто оказался рядом случайно. По крайней мере, так казалось всем окружающим. Селена посмотрела прямо на него. Время будто остановилось. Артем почувствовал этот взгляд мгновенно. Странное ощущение пробежало по позвоночнику. Ни страх, ни тревога. Что-то другое. Словно внутри него откликнулось нечто древнее и давно забытое. Девушка подняла руку и указала на него.
В тот же миг на ее груди вспыхнула серебристая метка. Символ выбора. Древний знак аргентаров. Коридор взорвался шумом. Кто-то не поверил собственным глазам. Кто-то пришел в ярость. Кто-то испугался. Но метка уже появилась. А значит, решение было принято. Окончательно. Навсегда. Это невозможно. Человек. Она выбрала человека. Должна быть ошибка. Подобные фразы слышались со всех сторон. Но Селена даже не обратила внимания. Она продолжала смотреть только на Артема. И чем дольше длился этот взгляд, тем сильнее становилось странное ощущение внутри нее. Потому что она видела то, чего не видел никто другой. Энергетические потоки. Для большинства существ они выглядели хаотичными. Амбиции. Жадность. Страх. Желание власти. Все это сияло вокруг присутствующих яркими вспышками. Но Артем был другим. Его энергетический контур оставался удивительно спокойным. Ровным. Чистым. Стабильным. И самое невероятное заключалось в другом. Глубоко внутри его структуры скрывалась редкая частота. Уникальная вибрация. Та самая, которая могла войти в резонанс с ее собственным ядром. Селена не верила своим ощущениям. Подобного просто не существовало. Легенды рассказывали о таких случаях тысячи лет назад. Но никто не видел их собственными глазами. До сегодняшнего дня. Она сделала шаг к нему. Затем еще один. С каждым метром пространство между ними словно менялось. Воздух становился плотнее. Теплее. Насыщеннее. Артем чувствовал это все сильнее. Словно невидимая энергия касалась его кожи. Пробуждала что-то внутри. Что-то спящее. Что-то невероятно древнее. Именно тогда системы безопасности корабля зарегистрировали первую аномалию. По палубам прошел сигнал тревоги. Красные индикаторы загорелись по всему сектору. Компьютеры начали фиксировать неизвестный энергетический всплеск. Офицеры службы безопасности получили приказ немедленно взять ситуацию под контроль. Потому что влиятельные фракции уже начали действовать. Они не собирались мириться с выбором Селены. Если нельзя получить девушку Аргентара в себе, то можно устранить того, кого она выбрала. И пока толпа еще пыталась осознать происходящее, первые группы захвата уже направлялись к центральному коридору. Охота началась. Но никто из них еще не понимал главного. Они собирались охотиться не на обычного человека. Потому что в тот самый момент внутри Артема веяло начало пробуждаться нечто, способное изменить всю галактику. И очень скоро об этом узнают все. После запретного выбора началась охота. Их связь усиливалась, пока корабль блокировал целые сектора. Сирены тревоги разносились по всему крейсеру. Красные полосы аварийного освещения вспыхивали вдоль стен, окрашивая металлические коридоры в тревожные оттенки. Системы безопасности уже получили приказ изолировать сектор, где находились Селена и Артем. Но никто из офицеров не понимал настоящей причины происходящего. Они думали, что защищают порядок. На самом деле они пытались остановить события, которые уже невозможно было предотвратить. Селена чувствовала приближение опасности раньше, чем ее фиксировали сенсоры корабля. Аргентары воспринимали мир иначе. Они слышали эмоции. Чувствовали намерения. Замечали энергетические изменения, которые большинство существ даже не осознавало. Сейчас вокруг нее сгущалась волна агрессии, зависти, страха и желания контролировать то, что невозможно контролировать. Она посмотрела на Артема. Он стоял неподвижно. С виду обычный человек. Но внутри него происходили удивительные изменения. Энергетическая структура,
которую она заметила ранее, становилась все ярче. Словно долгое время скрытая система наконец начала активироваться. И чем сильнее становилась связь между ними, тем быстрее происходил этот процесс. Артем тоже чувствовал перемены. Сначала это было похоже на легкое тепло. Затем тепло превратилось в волну энергии, медленно распространявшуюся по телу. Его дыхание выровнялось. Сердце билось спокойно. Мысли стали необычайно ясными. Будто исчез внутренний шум, сопровождавший его всю жизнь. Он посмотрел на Селену. И впервые заметил детали, которые раньше казались невозможными. Он видел слабое серебристое сияние вокруг ее фигуры. Замечал тонкие энергетические линии, проходящие под ее кожей. Слышал ритм ее сердца даже сквозь расстояние. Это не должно было быть возможным. Но происходило. С каждым мгновением его восприятие расширялось. Именно тогда в коридоре появились первые бойцы службы безопасности. Тяжелые бронекостюмы. Импульсные винтовки. Тактические дроны поддержки. Они быстро заняли позиции. Командир группы сделал шаг вперед. «Девушка Аргентаров, вы должны пройти с нами». Селена не ответила. Ее взгляд оставался прикованным к Артему. Командир повторил приказ. На этот раз жестче. Человек будет задержан до выяснения обстоятельств. В этот момент атмосфера изменилась. Резко. Ощутимо. Селена медленно повернула голову. Ее серебристые глаза встретились с глазами офицера. И тот неожиданно почувствовал необъяснимое давление. Будто на его плечи легла масса целой планеты. Это длилось всего секунду. Но оказалось достаточно. Командир невольно сделал шаг назад. В толпе послышались тревожные шепоты. Все понимали одно. Аргентары никогда не нападали первыми. Но если кто-то угрожал их избраннику, последствия могли оказаться катастрофическими. Селена знала это лучше остальных. Поэтому решила действовать раньше. Она подошла к Артему вплотную. Именно тогда произошло нечто странное. Воздух между ними начал светиться. Сначала едва заметно. Потом все ярче. Тонкие серебристые нити появились вокруг их фигур. Они тянулись от ее груди к его сердцу. Переплетались. Укреплялись. Соединялись. Толпа застыла. Некоторые наблюдатели побледнели. Другие начали срочно связываться со своими фракциями. Потому что они узнали древний признак. Резонанс ядра. Явление настолько редкое, что большинство считало его мифом. Если оно завершится, связь между двумя существами станет необратимой. Именно этого боялись все присутствующие. Потому что никто не знал, какие последствия вызовет подобный союз между человеком и Аргентаром. В этот момент один из политических представителей потерял самообладание. Он выкрикнул приказ. Немедленно арестовать человека. Бойцы двинулись вперед. И совершили ошибку. Когда первый солдат приблизился к Артему на несколько метров, по коридору прошла энергетическая волна. Не агрессивная. Не разрушительная. Но невероятно мощная. Она возникла сама собой. Без участия Селены. Без участия Артема. Словно пространство решило защитить их. Броня солдат покрылась сетью искр. Системы связи отключились. Прицелы погасли. Тактические интерфейсы перестали работать. Люди остановились в полном недоумении. Артем удивленно посмотрел на собственные руки. Он ничего не сделал. Но внутри него явно происходило что-то новое. Что-то пробуждалось. Селена ощутила это мгновенно. И ее сердце пропустило удар. Потому что теперь она понимала больше. Речь шла не просто о совместимости.
Не просто о редком резонансе. Внутри Артема существовал скрытый потенциал. Очень древний. Настолько древний, что даже ее народ почти забыл о его существовании. Легенды аргентаров рассказывали о редких существах, способных усиливать энергию серебряных. Не поглощать ее. Не выдерживать. А именно усиливать. Таких партнеров называли катализаторами. Они встречались настолько редко, что за тысячи лет стали частью мифологии. Но сейчас легенда стояла перед ней в человеческом облике. К сожалению, другие тоже начали понимать это. На орбитальных каналах связи поднялась паника. Фракции требовали немедленного вмешательства. Корпорации требовали изоляции человека. Военные предлагали ликвидацию. Ученые требовали захватить обоих для изучения. Никто не спрашивал их согласия. Никто не думал о последствиях. Все видели только выгоду. Именно тогда Селена приняла решение. Она больше не позволит другим управлять их судьбой. Ее серебристая метка вспыхнула ярче. По коже пробежали энергетические узоры. Ядро начало переходить в защитный режим. Очень редкое состояние. Крайне опасное. Но необходимое. Она протянула руку Артему. Он посмотрел на нее. Никаких слов не требовалось. Странным образом он уже понимал ее намерение. Будто связь между ними позволяла чувствовать друг друга без объяснений. Артем взял ее за руку. В ту же секунду по всему сектору произошел скачок энергии. Лампы замерцали. Сенсоры вышли из строя. Навигационные системы начали выдавать ошибки. На центральном мостике вспыхнули десятки предупреждений. Капитан корабля побледнел. Потому что показания приборов показывали невозможное. Энергетическая активность двух существ начала превышать показатели реакторного узла крейсера. Такого не могло быть. Но данные не лгали. Тем временем Селена уже вела Артема к боковому техническому проходу. Она знала маршруты обслуживания корабля. Знала слепые зоны наблюдения. Знала, как выиграть немного времени. Они быстро скрылись за сервисной дверью. Позади послышались крики. Приказы. Тяжелые шаги новых групп захвата. Охота становилась масштабнее. Но вместе с опасностью усиливалась и их связь. Артем чувствовал это все отчетливее. Он начал слышать вибрации корабля. Различать движение людей за стенами. Улавливать изменения давления воздуха. Мир словно раскрывался перед ним с новой стороны. И это было только начало. Потому что впереди их ждало нечто гораздо более опасное. В глубине старых технических уровней крейсера находилось место, о существовании которого знали единицы. Место, где много веков назад произошло событие, навсегда изменившее историю аргентаров. Именно туда сейчас вела его Селена. Потому что только там могла скрываться разгадка того, кем на самом деле является Артем Вейл. И почему древние легенды начали оживать именно сейчас? В глубине корабля пробудился древний артефакт. И он отреагировал на человека, а не на серебряную. Пока большая часть экипажа крейсера искала их на верхних палубах, Селена и Артем спускались все глубже в старые технические уровни корабля. Эти секции давно были выведены из эксплуатации. Здесь не работали основные системы навигации. Не действовали стандартные протоколы безопасности. Даже карты корабля отображали эти участки лишь частично. Тусклый свет редких аварийных ламп отражался от старого металла. Воздух был прохладным и неподвижным. Казалось, будто само время остановилось в этих забытых коридорах. Но Селена двигалась уверенно. Она знала, куда идет. И чем ближе они подходили к цели, тем сильнее становилось ее внутреннее напряжение. Артем заметил это. За последние часы он начал чувствовать ее эмоции почти так же ясно, как собственные.
Связь между ними становилась глубже с каждой минутой. Иногда ему казалось, что он слышит ее мысли. Иногда он чувствовал ее настроение еще до того, как видел выражение ее лица. Подобное должно было пугать. Но почему-то вызывало лишь ощущение правильности. Будто все происходящее давно было предопределено. Они достигли массивной герметичной двери. Древней настолько, что ее поверхность покрывали следы времени. Селена остановилась. Медленно положила ладонь на металл. На мгновение ничего не произошло. Затем по поверхности двери пробежали серебристые линии. В глубине механизма раздался тяжелый гул. Дверь начала открываться. Перед ними появился огромный зал. Темный. Безмолвный. Забытый. Но самое удивительное находилось в его центре. Там стояла гигантская конструкция из неизвестного металла. Она напоминала одновременно машину и памятник. По ее поверхности проходили тысячи светящихся символов. Некоторые были знакомы Селене. Большинство — нет. Артем почувствовал странный отклик еще до того, как сделал первый шаг внутрь. Его сердце ускорилось. В груди возникло знакомое тепло. А затем произошло нечто неожиданное. Конструкция отреагировала на его присутствие. Символы начали загораться один за другим. Сначала медленно. Потом все быстрее. Будто древняя система пробуждалась после тысячелетнего сна. Селена застыла. Она никогда не видела ничего подобного. Даже легенды ее народа не описывали такого. Неожиданно по залу разнесся глубокий вибрирующий звук. Воздух задрожал. Пол под ногами слегка завибрировал. И тогда из центра конструкции появилась голограмма. Высокая фигура. Не человек. Не аргентар. И не представитель какой-либо известной цивилизации. Существо состояло из света. Его лицо постоянно менялось. Словно включало черты множество раз одновременно. Голограмма посмотрела прямо на Артема. После чего произнесла слово, заставившее Селену забыть о дыхании. Генетическая линия подтверждена. Наследник найден. В зале воцарилась тишина. Артем нахмурился. Он ничего не понимал. Какой наследник? Голограмма словно ожидала этот вопрос. Наследник проекта «Эхо». Селена почувствовала, как внутри нее все сжалось. Название показалось знакомым. Очень знакомым. Где-то в глубине памяти всплывали древние рассказы ее народа. Истории, которые считались сказками. Истории о цивилизации, существовавшей задолго до появления современных рас. О создателях. О первых архитекторах галактики. О тех, кто исчез без следа. Голограмма продолжила. Более 20 тысяч лет назад была создана программа сохранения. Когда стало ясно, что цивилизация предтеч обречена, часть генетического наследия была скрыта среди молодых рас. Носители должны были пробудиться только в случае глобального кризиса. Артем почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вы хотите сказать, что я один из них? Подтверждено. Ваш генетический код содержит фрагменты наследия предтеч. Вероятность пробуждения составляла менее 0,01%. Однако взаимодействие с носителем серебряного ядра активировало процесс. Селена медленно повернулась к Артему. Теперь многое начинало обретать смысл. Его необычная энергетическая структура. Невероятная совместимость. Быстрая адаптация к ее силе. Все это объяснялось одним фактом. Он не был обычным человеком. Во всяком случае, не полностью. Но времени на размышления не оставалось. В этот момент по всему залу вспыхнули красные сигналы. Голограмма изменилась. Ее голос стал жестче. Внимание! Зафиксировано вторжение.
Враждебные силы приближаются. Словно подтверждая ее слова, где-то далеко раздался мощный взрыв. Затем еще один. Охотники нашли их след. Но теперь ситуация стала намного серьезнее. Потому что информация о предтечах могла изменить баланс сил всей галактики. Если фракции узнают правду об Артеме, охота превратится в настоящую войну. Голограмма снова заговорила. Активируется архивный протокол. В центре зала открылось еще одно помещение. Скрытая камера, внутри которой находился странный кристалл. Высотой почти 2 метра. Он светился мягким золотистым светом. Артем не мог отвести от него взгляд. Что-то внутри него тянулось к этому объекту. Словно они были связаны. Подойдите к ядру памяти. Оно содержит знания предтеч. Только наследник способен активировать архив. Селена почувствовала опасность. Очень сильную. Не физическую. Интуитивную. Но остановить происходящее уже было невозможно. Артем медленно подошел к кристаллу. Протянул руку. И коснулся поверхности. Мир исчез. В одно мгновение его сознание оказалось в совершенно другом месте. Перед ним простиралась бесконечная галактика. Тысячи звезд. Миллионы миров. И среди них гигантская цивилизация невероятного масштаба. Он видел города размером с планеты. Кольца вокруг звезд. Искусственные миры. Технологии, которые казались магией. Затем видение изменилось. Появилась война. Ужасная. Разрушительная. Целые системы исчезали в огне. Флот размером с континенты уничтожали друг друга. А в центре конфликта находилось нечто. Что-то настолько страшное, что даже предтечи не смогли его остановить. Последнее изображение заставило кровь застыть в жилах. Тьма. Живая. Разумная. Поглощающая звезды. Пожирающая пространство. Именно из-за нее погибла древняя цивилизация. И именно тогда Артем услышал последнее сообщение. Голос неизвестного существа звучал спокойно. Но в нем чувствовалась обреченность. Если ты видишь это, значит, мы проиграли. Но угроза вернулась. Она снова движется к галактике. И только объединение наследника и серебряного ядра способно остановить грядущее уничтожение. Видение исчезло. Артем резко открыл глаза. Он снова стоял в древнем зале. Но теперь все изменилось. Потому что он знал правду. И в тот же момент стены комплекса содрогнулись от нового взрыва. На этот раз гораздо ближе. Металл заскрипел. С потолка посыпались искры. Где-то за пределами зала раздались тяжелые шаги. Много шагов. Очень много. Они пришли. Не только солдаты крейсера. Не только охотники фракций. К этому месту уже двигались элитные подразделения нескольких галактических держав. Все они хотели получить наследника предтеч. Любой ценой. Селена посмотрела на Артема. Он посмотрел на нее. Теперь они оба понимали одно. Их связь была не случайностью. Не ошибкой. Не капризом судьбы. Она была частью чего-то гораздо большего. Чего-то, что началось тысячи лет назад. И именно сейчас должно было продолжиться. А за дверями древнего комплекса уже собиралась армия. Армия, готовая уничтожить их ради власти. Но никто из приближающихся врагов еще не знал одной важной вещи. Пробуждение Артема только началось. И настоящая сила наследника предтеч еще даже не раскрылась. Армии окружили их со всех сторон. Но внутри Артема уже пробуждалась сила, которой никто не ожидал. Взрыв прогремел с такой силой, что древний комплекс содрогнулся до самого основания.
По стенам пробежали трещины света. С потолка посыпались искры. Гигантские двери архивного зала медленно деформировались под воздействием внешних ударов. Они приближались. Их было много. Слишком много. Селена сразу почувствовала масштаб угрозы. За пределами комплекса находились уже необычные группы захвата. Туда прибыли элитные подразделения нескольких галактических держав. Обычно эти силы никогда не действовали совместно. Но сегодня все изменилось. Слишком многие поняли ценность Артема. Слишком многие захотели получить контроль над наследием предтеч. Именно поэтому бывшие враги временно объединились. Ради одной цели. Захватить человека. Любой ценой. По всему кораблю началась настоящая война. Коридоры заполнялись тяжелыми штурмовыми отрядами. Боевые дроны занимали позиции. Орбитальные каналы связи были перегружены приказами. Капитаны флотов требовали немедленного доступа к комплексу. Политики угрожали санкциями. Военные требовали права первого захвата. А ученые уже делили между собой знания, которые еще даже не получили. Тем временем Артем стоял возле ядра памяти. После увиденного внутри него словно открылось новое измерение восприятия. Он чувствовал корабль. Полностью. Каждый уровень. Каждую энергетическую линию. Каждую работающую систему. Словно огромный крейсер стал продолжением его собственного тела. Подобное пугало. Но одновременно казалось естественным. Ядро памяти продолжало светиться. Голограмма предтеч появилась вновь. Теперь ее голос звучал значительно серьезнее. Уровень угрозы критический. Зафиксированы силы 4 галактических коалиций. Вероятность мирного исхода менее 1%. Селена сжала кулаки. Она понимала, что происходит. Они больше не могли прятаться. Время бегства закончилось. Начиналось время выбора. Артем посмотрел на нее. Если они доберутся до архива, все закончится. Селена ответила честно. Нет. Тогда все только начнется. Она была права. Если информация предтеч попадет в руки фракций, галактика погрузится в хаос. Каждая держава попытается использовать технологии древней цивилизации против остальных. Последствия будут катастрофическими. Неожиданно весь зал залило красным светом. Двери комплекса окончательно рухнули. Внутрь ворвались первые штурмовые группы. Десятки бойцов. Тяжелая броня. Плазменное оружие. Автономные боевые платформы. Они действовали быстро и профессионально. Но замерли уже через секунду. Потому что увидели нечто странное. Артем стоял совершенно спокойно. Без оружия. Без брони. Без защиты. Однако вокруг него воздух слегка искажался. Будто пространство начинало подчиняться новым законам. Командир отряда поднял винтовку. «Немедленно сдавайтесь». Ответа не последовало. Селена шагнула вперед. Ее серебристое сияние усилилось. Но прежде чем ситуация перешла в бой, произошло нечто неожиданное. Артем поднял руку. Инстинктивно. Без намерения атаковать. Без желания причинить вред. И пространство отреагировало. По залу прокатилась невидимая волна. Мягкая. Плавная. Почти незаметная. Но ее последствия оказались невероятными. Все электронные системы штурмовиков одновременно отключились. Прицелы погасли. Броня потеряла питание. Дроны замерли. Оружие перестало работать. По залу прокатились удивленные возгласы. Никто не понимал, что произошло. Даже сам Артем. Однако голограмма предтеч сразу дала ответ.
Активирована способность пространственной гармонизации. Уровень пробуждения носителя достиг 20%. 20%. Всего лишь 20%. И этого оказалось достаточно, чтобы остановить целый штурмовой отряд. В глазах солдат впервые появился страх. Но настоящий ужас ждал впереди. Потому что в этот момент произошло событие, которого не ожидал никто. Даже архив предтеч. По всему кораблю одновременно отключился свет. Коридоры погрузились во тьму. Системы связи исчезли. Радарные комплексы перестали работать. Навигационные компьютеры начали выдавать ошибки. Сотни офицеров на мостике в панике пытались понять причину. Но причина находилась далеко за пределами корабля. В открытом космосе. За миллионы километров от крейсера. Первым ее заметил один из дальних сканеров. Потом второй. Затем третий. После чего связь с ними исчезла навсегда. Нечто приближалось. Нечто огромное. Нечто древнее. Голограмма предтеч внезапно изменилась. Ее спокойный голос впервые обрел тревожные нотки. Подтверждение получено. Источник угрозы обнаружен. Вероятность совпадения 99%. Артем посмотрел на нее. Что приближается? Ответ заставил весь зал замолчать. Пожиратели пустоты. Селена побледнела. Она знала это название. Каждый ребенок аргентаров слышал древние легенды. Но никто не верил в их реальность. Считалось, что это всего лишь миф. Страшная сказка о чудовищах, уничтоживших предтеч. Однако теперь стало ясно. Легенда была правдой. Они существовали. И они вернулись. Голограмма продолжила. Обнаружены следы пространственного разрыва. Зафиксировано начало проникновения. Время до контакта неизвестно. В этот момент в дальнем конце зала возникла черная трещина. Маленькая. Всего несколько сантиметров. Но она быстро расширялась. Внутри нее не было света. Не было звука. Не было пространства. Только абсолютная пустота. Солдаты невольно отступили назад. По коже многих пробежал холод. Потому что сама реальность вокруг разлома казалась неправильной. Затем из тьмы появились глаза. Два светящихся серебристых огня. Они смотрели на всех одновременно. На людей. На солдат. На Селену. На Артема. И в этот момент каждый присутствующий ощутил чужое сознание. Холодное. Древнее. Бесконечно голодное. Голос прозвучал сразу в разуме каждого. Без слов. Без языка. Но все поняли смысл. Мы нашли тебя. Артем почувствовал, как кровь застыла в жилах. Потому что эти слова были адресованы именно ему. Ни кораблю. Ни фракциям. Ни Селене. Ему. Голограмма предтеч немедленно активировала защитное поле. Сирены комплекса взвыли на максимальной мощности. Но трещина продолжала расширяться. Пожиратели возвращались. Именно ради этого предтечи создали программу наследников. Именно ради этого тысячи лет назад были скрыты их гены среди молодых рас. Именно ради этого судьба свела Артема и Селену. Потому что только их союз мог стать оружием против надвигающейся катастрофы. Теперь это понимали все. Даже враждующие фракции. Даже солдаты, пришедшие за ними. Даже офицеры на мостике. Впервые за долгое время галактика столкнулась с врагом, который угрожал каждому без исключения. Но проблема заключалась в другом. Артем был еще не готов. Его сила только пробуждалась. А пожиратели пустоты уже нашли дорогу обратно.
И когда черная трещина раскрылась еще шире, стало ясно одно. Следующая битва определит судьбу не только корабля. Она определит судьбу всей галактики. Когда открылся разлом, только союз Человека и Серебряной мог остановить наступающую тьму. Черная трещина продолжала расширяться. Она росла медленно, но неумолимо. Словно сама ткань реальности больше не могла сопротивляться тому, что пыталась проникнуть из-за ее пределов. По всему кораблю отключались системы. Гравитационные компенсаторы работали с перебоями. Навигационные комплексы выдавали тысячи ошибок каждую секунду. Даже реакторы крейсера начали терять стабильность. Паника распространялась быстрее любого сигнала связи. Но в центре древнего комплекса царила совсем другая атмосфера. Там больше не было места страху. Оставалось только понимание. Селена стояла рядом с Артемом. Их руки были соединены. Между ними проходили серебристые потоки энергии. Теперь уже никто не сомневался. Их связь не являлась случайностью. Не была капризом судьбы. Она существовала ради одного единственного момента. Ради этого дня. Ради этого выбора. Ради этого столкновения. Трещина внезапно раскрылась шире. Из ее глубины начали появляться силуэты. Высокие. Искаженные. Состоящие из живой тьмы. Их формы постоянно менялись. Будто человеческий разум не мог правильно воспринимать их облик. Они двигались медленно. Уверенно. Как существа, которые никогда не знали поражений. Потому что на протяжении тысячелетий действительно не знали. Один из пожирателей шагнул вперед. И металл пола под ним начал разрушаться. Материя буквально исчезала. Не плавилась. Не ломалась. Не взрывалась. Она переставала существовать. Солдаты, еще недавно готовые захватить Артема, теперь открыли огонь по новому врагу. Импульсные винтовки. Плазменные установки. Тяжелые энергетические турели. Зал озарился вспышками. Но результат оказался ужасающим. Выстрелы проходили сквозь пожирателей так, словно те существовали сразу в нескольких измерениях. Никакого вреда. Никакой реакции. Только холодное продвижение вперед. Первый ряд бойцов исчез спустя несколько секунд. Без крика. Без борьбы. Без следа. Просто растворился в прикосновении тьмы. По залу прокатилась волна ужаса. Но Артем неожиданно почувствовал не страх, а понимание. Словно знания, скрытые в его генетической памяти, начали пробуждаться полностью. Он видел структуру врага. Чувствовал ее. Понимал. И именно тогда древнее ядро памяти активировалось в последний раз. Золотой свет заполнил весь комплекс. Голос предтеч прозвучал над залом. Уровень пробуждения достигнут. Запускается протокол наследника. В ту же секунду сознание Артема словно расширилось. Он увидел корабль. Потом орбиту. Потом всю систему. Затем десятки ближайших звезд. Миллионы энергетических потоков проходили через пространство. И впервые он понял главный секрет предтеч. Настоящая сила никогда не заключалась в технологиях. Она заключалась в способности чувствовать гармонию Вселенной. Понимать ее структуру. Становиться ее частью. Пожиратели пустоты разрушали эту гармонию. А наследники были созданы для ее восстановления. Но даже этого было недостаточно. Не без Селены. Он повернулся к ней. И увидел то же понимание в ее глазах. Она тоже знала. Финальный этап их связи наступил. Не потому, что так требовали традиции аргентаров. Не потому, что существовал древний ритуал. А потому, что только полное единение позволяло раскрыть истинную силу.
Селена шагнула ближе. Серебристое сияние ее тела стало ярче звездного света. Энергетические узоры покрыли кожу. Воздух вокруг задрожал. Их ядра начали синхронизироваться. Быстрее. Сильнее. Глубже. Весь комплекс наполнился серебристо-золотым свечением. Солдаты прекратили огонь. Даже пожиратели на мгновение остановились. Словно почувствовали появление чего-то опасного. Чего-то, чего они не ожидали встретить. Слияние началось. Потоки энергии переплетались между Артемом и Селеной. Их мысли соединялись. Эмоции объединялись. Сознания становились единым целым. Это не было потерей личности. Наоборот. Каждый из них становился сильнее благодаря другому. Впервые за тысячи лет возник союз, о котором рассказывали лишь древние легенды. Союз серебряного ядра и наследника. Союз, ради которого предтечи пожертвовали своей цивилизацией. Именно в этот момент главный пожиратель сделал шаг вперед. Тьма вокруг него начала разрастаться. Она поглощала пространство. Свет. Материю. Само существование. Но Артем больше не испытывал страха. Он протянул руку и прикоснулся к структуре пространства. Не физически. На более глубоком уровне. Так, как когда-то делали предтечи. Вокруг него появились золотые линии. Они расходились во все стороны. Соединяли стены. Пол. Потолок. Корабль. Звезды за его пределами. Словно невидимая сеть охватывала всю систему. Пожиратель атаковал. Волна абсолютной тьмы устремилась вперед. Но впервые за тысячи лет встретила сопротивление. Золотые линии вспыхнули. Серебристая энергия Селены усилила их многократно. И произошло невозможное. Тьма остановилась. Впервые. За всю историю своего существования. Пожиратель замер. По залу прокатилась энергетическая буря. Реальность дрожала. Корабль вибрировал. Звезды за иллюминаторами казались ярче обычного. Артем чувствовал колоссальное давление. Но рядом была Селена. И ее присутствие удерживало его. Давало силы. Усиливало каждую способность. Тогда он сделал последний шаг. Шаг, который изменил историю галактики. Он восстановил гармонию пространства вокруг пожирателя. Вернул реальности ее естественную структуру. То, что тьма разрушала тысячелетиями. Свет вспыхнул ослепительно ярко. Пожиратель закричал. Впервые. Его форма начала распадаться. Разрушаться. Растворяться. Остальные существа тьмы тоже потеряли устойчивость. Они исчезали один за другим. Трещина между измерениями начала закрываться. Медленно. Но окончательно. Через несколько секунд все закончилось. Наступила тишина. Настоящая. Глубокая. Спокойная. Черный разлом исчез. Пожиратели пустоты были изгнаны. А корабль все еще существовал. Как и галактика. Люди вокруг не сразу осознали произошедшее. Солдаты опускали оружие. Офицеры молчали. Даже самые могущественные лидеры не могли подобрать слов. Они стали свидетелями рождения новой эпохи. Эпохи, которую никто не ожидал. Эпохи, начавшейся благодаря выбору одной девушки. Селена посмотрела на Артема. Ее серебристые глаза сияли мягким светом. Теперь между ними не существовало преград. Они чувствовали друг друга так же естественно, как собственное дыхание. Именно тогда архив предтеч передал последнее сообщение. Миссия выполнена.
Наследие сохранено. Будущее принадлежит вам. После этих слов древняя система отключилась навсегда. Ее задача была завершена. Артем и Селена вышли из комплекса спустя несколько часов. Их встречали тысячи взглядов. Но теперь никто не видел в человеке слабое существо. И никто больше не считал выбор Аргентары ошибкой. Потому что именно человек спас галактику. Ни император, ни адмирал, ни глава могущественной расы. Обычный человек. Тот, кого никто не замечал. Тот, кого считали незначительным. Именно поэтому история Артема Вейла стала легендой. Историей, которую рассказывали поколения спустя. Историей о том, как одна девушка выбрала человека. И этим выбором изменила судьбу звезд. Конец.